Они появились более 360 миллионов лет назад. Они пережили динозавров и практически не изменились с тех пор. Это миноги. А нахожусь я в Эстонии, в уезде Хадаместе, у небольшой речушки Лемме. Каждую осень они поднимаются из моря вверх по течению в реку, чтобы продолжить там свое потомство. А в устье реки их поджидают ловушки, где они заканчивают свой жизненный путь. А происходит это вот так. Ловушка для ловли миноги устроена просто. Два конуса вставлены один в другой. Меньший с отверстием для входа. Наружный закрыт пробкой. И укреплены они на растяжках. Минога плывет против течения, проходит внутрь и остается пойманным. А рыбаку остается только вытащить пробку и вытряхнуть улов. Минога – настоящий деликатес, особенно в Эстонии, Латвии и Литве. На первый взгляд минога просто рыба. Она живет в воде, у нее плавники и вытянутое тело. Но это не рыба. Все современные рыбы относятся к группе челюстноротых позвоночных, а у миноги нет челюстей и костного скелета. Ее рот – настоящая присоска с зубчиками, так что минога стоит особняком. В Балтике живут 3 вида миноги. Морская минога самая крупная до метра длиной, речная минога поменьше, около 40 сантиметров. И ручьевая, крошечная, всего до 15 сантиметров, живет только в пресных водах. Именно речную миногу как раз таки и ловят у нас. Миногу жарят, коптят, варят, но главное блюдо – маринованная минога. Недалеко отсюда начинается граница с Латвией. И буквально километрах в 20-25, если я не ошибаюсь, находится столица миноги Латвии, город Салацгрива, куда я сейчас поеду. Итак, я в Салацгрива. Как я и обещал, я сейчас нахожусь в городе Салацгрива в Латвии. И рядом со мной река Салаца, где я хочу найти и показать вам так называемый мост Миног, где ставят ловушки для этих самых миног. С небольшим трудом, но я все же нашел то место, вернее подъезд к этому месту, где находится мост через реку Салаца. Тот самый мост в Салацгрива, где ставят ловушки для миноги. Попробуем пройти по мосту и посмотреть, что там находится. Именно здесь ловят и коптят самую вкусную миногу Латвии. В этом городе проходит знаменитый фестиваль миноги. Кстати, и у нас в Эстонии есть подобный праздник – фестиваль миноги, который проходит в нашей столице миноги, городе Нарва-Иису. Каждый сезон здесь строят это уникальное деревянное сооружение без единого гвоздя. Для крепления всей конструкции не используют ни гвоздей, ни болтов, исключительно традиционные связки. Мост довольно прочный и выглядит довольно свежо. То есть ощущение, что сделан он или обновлен не так давно. В речной грунт вбивают специальные колья, для чего применяется деревянный молот. Именно такой я видел в музее Салацгривы, который посетил перед тем, как отправиться на реку. К этим кольям крепятся доски, и таким образом получается тот самый миножий мостик. В музее можно увидеть и конусообразные ловушки, похожие на те, что используются на реке Лемме, только они сплетены из ивы. К кольям крепятся мережи, каркасы из обручей, обтянутые сетью. Именно с их помощью и ловят миногу. Суть процесса такая же, как я рассказывал ранее.
Разница лишь в материале и размере конструкции. Минога идет на нерест со стороны моря и попадает в эти ловушки. Интересно, что минога может находиться в ловушках около месяца, оставаясь живой. Даже без воды она способна прожить примерно неделю. Здесь в 2010 году был зафиксирован самый большой улов. За ночь поймали целую тонну миноги. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, без миноги, я решил заехать вот в такой придорожный А теперь несколько интересных фактов. В крови миноги нет привычных эритроцитов с гемоглобином, но она все равно отлично переносит кислород. Несмотря на простое строение, миноги обладают хорошим зрением и тонким обонянием. Они чувствуют даже слабейшие запахи в воде. В средневековой Европе их считали царским кушаньем. Король Генрих I английский умер, как гласит хроника, после того, как переел пирогов с миногой. Минога – существо древнее, таинственное и упрямое. Живое доказательство того, что природа хранит свои тайны дольше, чем все империи мира. Желаю вам новых интересных открытий, познаний и позитивных путешествий.